Вы слушаете Russian Flow, подкаст для тех, кто учит русский язык. Совсем скоро 14 февраля. Во многих странах люди будут праздновать День всех влюбленных. Шампанское, цветы, конфеты и, конечно, бесконечное поцелуй. Но так будет не у всех. Далеко не у всех. Возможно, у вас есть вторая половинка, и вы вместо прослушивания этого эпизода сейчас устраиваете романтический ужин при свечах. Что ж, правильный выбор. Что может быть важнее любви? Но если вы одиноки и решили в такой день послушать подкаст на русском языке, я просто обязан не ударить в грязь лицом. Я просто обязан вас не подвести и не разочаровать. Друзья, вы слушаете The Russian Flow, и у микрофона, как всегда, Лёша. Сегодня я хочу вместе с вами порассуждать о том, как изменились отношения между мужчиной и женщиной, почему нынешнее поколение молодых людей не хочет заводить детей, и можем ли мы их в этом винить. Но перед тем, как начать наш эпизод, расскажу, что меня вдохновило на его создание. Дело в том, что перед тем, как сесть за сценарий этого выпуска, в моей голове крутилась фраза «Happiness seems to be loneliness». А по-русски «счастье кажется в одиночестве». И я решил, что это будет отличной темой для обсуждения. Дело в том, что прямо сейчас, пока вы меня слушаете, одиноких людей становится все больше и больше. И самое удивительное, что так происходит потому, что люди сами этого хотят. Люди выбирают жить в одиночку. Хотя нам и говорят, что человек – существо социальное, что человеку нужно общение с другими людьми, тренд на одиночество только растет. И поэтому сегодня я хочу ответить на вопрос, почему так происходит? Почему люди даже в отношениях выбирают жить по раздельности? Что это такое? Эгоизм или наоборот, новый формат счастья, который изменит все? Давайте разбираться. Чтобы понять, почему мы оказались в таком настоящем, нужно обратиться к нашему прошлому. На протяжении многих лет большая семья играла очень важную роль для общества. Люди объединялись в семьи просто чтобы выжить. Не было никаких романтических отношений, цветов, конфет, долгих ухаживаний или прогулок под луной. Все было очень просто и понятно. Есть женщина, есть мужчина. У них появляется ребенок, потом еще один и еще один. Вот тебе и рецепт классической семьи. Причем в такой семье обязанности были распределены крайне строго и четко. Мужчина занимался тяжелым физическим трудом и приносил в дом еду. Короче, полностью обеспечивал женщину и детей. Приготовлением еды, изготовлением одежды, воспитанием детей тогда занималась женщина. Как видите, идеальное разделение труда. Таким образом, брак, то есть объединение мужчины и женщины в семью, был в то время не прихотью, а необходимостью. Прихоть, кстати, означает такую вещь. Вы очень чего-то хотите просто так, просто потому что захотелось. Так вот, образование семьи для людей в то время было именно необходимостью. В одиночку прожить было очень трудно. Так, ну а как же любовь? Любовь, конечно, существовала и тогда, не волнуйтесь, как же без любви. Но зачастую она появлялась уже после вступления в брак. Сейчас звучит дико, но тогда это было вполне обычным явлением. Еще один важный момент, который мне бы хотелось здесь подсветить, это взаимозависимость в такой семье.
Что я имею в виду? Принято считать, и не безосновательно, конечно, что женщина полностью зависела от мужчины. Женщины не могли получать образование, не могли работать и обеспечивать себя самостоятельно. Поэтому выход был только один – найти мужчину и создать семью. В то же время в такой семье и мужчина зависел от женщины, так как на нее ложились все домашние заботы. Дети же в такой семье зависели от своих родителей, а родители в старости от своих детей, так как никаких пенсий тогда не было. То есть каждый от кого-то зависел. И я хочу, чтобы вы вот этот момент для себя подметили, потому что чуть позже мы об этом еще поговорим. Счастливо ли это было время? Мне, как человеку из настоящего, ответить на этот вопрос довольно трудно. С одной стороны, роли распределены, все понятно, просто и стабильно. Никаких скандалов, никаких разводов, никакой разбитой посуды. С другой стороны, отношение к женщинам в то время было абсолютно неприемлемым. Ну и рождение детей как главная цель в жизни тоже не совсем близкий мне нарратив. Для людей того времени это было нормальным, для нас же, конечно же, нет. Хорошо, раз все было так тихо и безмятежно, что же изменилось? Почему современные семьи совсем не такие, как были в прошлом? Но об этом мы порассуждаем в следующей части. А случилось много чего интересного, что разрушило старый порядок вещей. Во-первых, случилась сексуальная революция. Люди стали заниматься сексом не для рождения детей, а для удовольствия. Конечно, очень важную роль в этом сыграло появление средств контрацепции. Впервые в истории женщина получила право распоряжаться своим телом так, как хочет она, а не так, как от нее ожидают другие. Женщина перестала быть машиной для производства детей. Сюда же относятся и изменения на рынке труда. После Второй мировой войны, во время которой женщины заменяли мужчин, работая на заводах, стало понятно, что обратного пути просто нет. У женщин наконец-то появилась возможность себя обеспечить. И с ростом доходов у женщины росла ее независимость от мужчины. Ей больше не нужно было выходить замуж, рожать детей и пресмыкаться перед мужчиной. Пресмыкаться – это вести себя как слуга, хотя ты свободный человек. Часто пресмыкаются из-за страха что-то потерять. Так вот, женщинам слишком долго приходилось пресмыкаться перед мужчинами. И в середине 20 века эта зависимость стала снижаться. Кроме эмансипации женщин, важную роль в трансформации семьи сыграло появление пенсий. Отпала необходимость рожать как можно больше детей, чтобы они тебя обеспечивали, когда ты состаришься. Теперь эту роль на себя взяло государство. К тому же развитие медицины и снижение младенческой смертности повлияло на количество детей в семье. Больше не нужно было рожать 5 или 6 детей, опасаясь, что кто-то из них может не выжить. Ну и в-третьих, кто-то скажет, что это самое важное, в обществе произошел культурный сдвиг. Что это такое? Смотрите, с развитием капитализма все чаще стали говорить о самореализации. Люди стали думать, что счастье заключается в развитии себя, в развитии своей личности, а не в семье. Ну и чтобы достичь успехов в этой самореализации, нужно много ресурсов, таких как деньги и, главное, конечно, время. А так как семья, не особенно семья с детьми, требует как денег, так и времени, то она отошла
на второй, а порой и на третий план. Человек стал просто индивидуалистом. То есть собственное счастье, собственный комфорт стал для него превыше всего. И вот если раньше семья была способом решения всех твоих проблем, то сейчас наоборот. Семья — это как будто появление новых проблем, которые могут помешать твоему личному счастью. Конечно, здесь я очень-очень сильно обобщаю, ведь в разных культурах, в разных странах разное представление о счастье. Но в западной культуре этот феномен прослеживается очень четко. Так что же происходит с современными отношениями между мужчиной и женщиной? Неужели все настолько печально? Не спешите посыпать голову пеплом, все не так уж и плохо. Посыпать голову пеплом значит скорбить или жалеть о чем-то. Переживать, страдать. Так вот, страдать не нужно и переживать не нужно. Как говорится, у каждой эпохи своя болезнь. Дело в том, что отношения между мужчиной и женщиной действительно изменились. И изменились кардинально. Сейчас, помимо того, что люди просто перестают искать отношений и предпочитают одиночество, появился и новый вид романтических отношений. Отношения, при которых два партнера живут не вместе. Раньше представить себе семью, представить пару любящих людей, которые живут порознь, которые живут по раздельности, было невозможно. Однако сейчас такое происходит сплошь и рядом. Сплошь и рядом значит, что такое происходит часто, такую ситуацию можно встретить везде. И социологи называют такие отношения чистыми. То есть отношения, в которых нет совместного проживания, споров по поводу немытой посуды, разбросанных носков или неопущенного стульчика. Стульчак, кстати, это крышка на унитазе. А унитаз — это место в туалете, куда люди ходят, когда их зовет природа, скажем так. Так вот, не нужно никому готовить, убирать, стирать для кого-то, нет скандалов по поводу и без, постоянной ругани, партнеры просто не устают друг от друга и живут не вместе. То есть люди выбирают комфорт и не видят в раздельной жизни ничего плохого. Хотя для поколения моих родителей такой вид отношений может быть странным и даже неприемлемым. Они нам говорят, мол, ну какие же это отношения, когда вы не живете вместе? Вот поживите, узнайте друг друга, может, вы и не подходите друг другу. И может, кстати, это и есть одна из причин, почему люди не хотят жить вместе. Может, они просто боятся узнать свою вторую половинку настолько хорошо, что она им может разонравиться. Согласитесь, что-то в этом действительно есть. Но так ли все на самом деле? Еще одна претензия к такому виду отношений – это что, мол, нынешнее поколение боится взрослеть, боится быть самостоятельным. Мы называем такое поведение инфантилизмом, когда вроде бы взрослый человек ведет себя как ребенок. И, наверное, в какой-то степени люди, которые так считают, действительно правы. Да, молодые люди действительно боятся ответственности. Молодые люди действительно боятся съезжаться и заводить семьи, потому что они просто не знают, как сделать это правильно. Не знают, что ждет их в будущем. Но вот здесь встает вопрос, а может это вовсе не боязнь ответственности, а наоборот ее избыток? Избыток — это когда чего-то слишком много. В нашем случае ответственность. Мое поколение смотрит на то, что происходит в мире, и выбирает не строить отношения, не заводить семьи, просто не рисковать. Потому что это может быть
опасно как для них самих, так и для будущих детей. И при этом нас обвиняют в том, что мы об этом задумываемся. Мол, рожайте детей, а там посмотрим. Но разве такой подход правильный? Разве можно в этом винить тех, кто думает о том, что будет с ними и будущими детьми через 5 или через 10 лет? Разве нынешнее поколение 20-30-летних виновато в том, какой мир нам в наследство оставило поколение людей чуть постарше? Я знаю много ребят, которые вроде бы и хотят отношений, семьи, детей, но в условиях такой неопределенности, когда не знаешь, что тебя ждет завтра, планировать семью очень рискованно. Ведь здесь ты берешь ответственность не только за себя, но и за того маленького человечка, которому в этом мире жить. В мире, который может вот-вот рухнуть. У меня язык не поднимется обвинять людей, которые сейчас не хотят заводить семью в инфантилизме. За себя скажу, что для меня имеет большое значение, что я смогу дать своему ребенку. Стабильность, образование, возможность вырасти в спокойной обстановке с понятным и предсказуемым будущим. Предсказуемый – это значит такой, который легко представить в будущем, который точно не изменится. Предсказуемое будущее, мне кажется, вот чего нам всем сейчас так не хватает. И неважно, где вы меня слушаете. В Америке, Европе или Азии. Этот вопрос сейчас кажется актуальным для всего мира. К тому же, чтобы наши дети были счастливы, нам нужно самим научиться быть счастливыми. По крайней мере, построить такую личность, с которой наши дети будут брать пример. Будут смотреть на нас и думать: «Я хочу быть таким, как мой папа или моя мама». И когда мы добьемся хоть небольших успехов в этом, то обязательно подумаем и о семье, и о детях. Поймите, мы лишь откладываем этот момент, чтобы подойти к этому шагу максимально подготовленными. Это не бегство от ответственности, а наоборот, гипертрофированное чувство ответственности. И за себя, и за будущих детей, и за партнера. Так что, наши любимые родители, не переживайте. Все у нас будет, только чуть позже. Возвращаясь к моей фразе, сказанной в начале. Как вы думаете, правда ли, что happiness seems to be loneliness? Я все-таки думаю, что нет. Счастье не в одиночестве и не в семье. Счастье в том выборе, который у нас есть. Если вам комфортно жить одному, вам это нравится и вы ничего не хотите менять, супер, живите себе в удовольствие. Никто вас за это не осудит. У вас большая семья, 5 детей и желание подарить жизнь еще одному малышу? Замечательно. Я могу только порадоваться за вас и вашу прекрасную жизнь. Я искренне желаю, чтобы каждый из вас понял, чего именно он хочет в этой жизни. Ведь мы одни из первых поколений в истории, у которых появился этот освобождающий и одновременно пугающий выбор – быть одному или быть с кем-то. И, конечно, как любой выбор, он вызывает тревогу. А правильно ли мы поступаем? Может, как раз-таки в этом и есть самый главный вызов моего поколения? Не в том, чтобы найти этот единственно верный путь, а в том, чтобы набраться смелости и честно признаться себе, чего хотим именно мы, и не осуждать за этот выбор ни других, ни себя. Будьте счастливы, друзья. Это самое главное. Спасибо, что были со мной. Скоро услышимся.